Символ Парижа и Франции, знаменитая Эйфелева башня, была возведена в 1889 году для Всемирной парижской выставки в честь столетия французской революции. Автор проекта – французский инженер Александр Густав Эйфель. Именно его работа, исполненная в содружестве с инженерами Эмилем Нужье, Морисом Кикленом и архитектором Стефаном Совестром, стала победителем среди 700 проектов, представленных на конкурс. Во многих вопросах строительства башни Эйфель стал пионером. В процессе работы рождались новинки строительной техники и оборудования. 1,5 года ушло на закладку фундамента, около 8 месяцев монтировали саму конструкцию. В целом башню строили чуть более 2 лет, с января 1887 по 30 марта 1889 года. На ее возведение потребовалось 15 тысяч металлоконструкций, соединенных 2,5 миллионами заклепок. Общий вес металлической конструкции достигал 7300 тонн. Вместе с флагштоком башня имела высоту почти 313 метров и до 1931 года считалась самым высоким сооружением в мире. Основание Эйфелевой башни представляет собой квадрат со стороной в 123 метра. Ее нижний ярус состоит из 4 мощных опор, решетчатые конструкции которых, соединяясь между собой, образуют огромные арки. Башня имеет несколько платформ и площадок. Первая платформа расположена на высоте 58 метров, вторая 115 метров, затем идут промежуточные площадки на высоте 196 и 276 метров. Третья платформа расположена на высоте 300 метров 65 сантиметров. Позже башня выросла еще почти на 30 метров, и ее высота стала равна 326 метрам 75 сантиметрам. На вершине башни находится смотровая терраса, откуда можно обозревать пространство радиусом до 90 километров. Самая верхняя площадка имеет 1,5-метровый диаметр. На ней располагается маяк. Свет его прожекторов виден на расстоянии 70 километров. Эйфелева башня весьма устойчива, сильный ветер отклоняет ее вершину всего лишь на 10-12 сантиметров. Башню оценили не сразу. Против нее выступали многие горожане, которым казалось, что башня подавляет архитектуру Парижа. Видные деятели искусств возражали: во имя подлинного вкуса, во имя искусства, во имя истории Франции, находящейся сейчас под угрозой, мы, писатели, художники, скульпторы, архитекторы, страстные поклонники до сих пор безупречной красоты Парижа, с глубоким возмущением протестуем против сооружения в самом сердце нашей столицы бесполезной и чудовищной Эйфелевой башни. Жители близлежащего квартала подали в муниципалитет жалобу, возмущаясь покушением на красоту города. Но уже через несколько лет, доказав силу технического прогресса и утвердив архитектуру грядущего 20 века, башня полностью слилась с обликом города, став его символом. Ее образ появляется в произведениях Гийома Аполлинера и Жана Кокто, на полотнах Пабло Пикассо, Рауля Дюфи, Мориса Утрилла. Судьба творения Эйфеля не раз висела на волоске. В конце 19 века дело уже почти дошло до демонтажа, и только появление радио спасло башню. Она стала опорой для антенн радиовещания, потом телевидения и радарной службы. На башне находится уникальная метеостанция, где ведется изучение суточных колебаний атмосферного электричества, степени загрязнения и радиации атмосферы. Отсюда же свои программы транслирует парижское телевидение. На башне установлен передатчик, который обеспечивает связь полиции и пожарных. Спроектированные Эйфелем лифты безотказно работали полвека и внезапно сломались в июле 1940 года, когда в Париж вошли немецкие войска. В течение 4 лет, пока во французской столице оставались оккупанты, башня была закрыта. Специально выписанные из Берлина инженеры так и не смогли наладить работу лифтов. Как только город был освобожден, старый механик лишь на полчаса спустился вниз, и подъемники, к великой радости парижан, заработали. В 1964 году, в день 75-летия башни, 10 альпинистов совершили на нее восхождение. И всегда находятся смельчаки, готовые преодолеть 1710 ступенек, чтобы подняться на ее вершину. Ежегодно башню посещают более 6 миллионов человек. К смотровым площадкам с подзорными трубами, ресторанам, сувенирным лавкам и музею Тур Эйфель их доставляют современные лифты. Увидеть это чудо техники по-прежнему мечтают многие жители планеты.